Вырезанный контент в играх во все времена привлекал фанатов определенной серии и одновременно объединял игроков по всему миру для поиска этого контента, ибо разработчики и инсайдеры не всегда доносят до своей аудитории, над чем же именно они кропотливо работали, но по итогу удалили из игры. Сегодня я расскажу вам про материал, который вырезали из финальной версии Resident Evil Requiem. Приятного просмотра. А начнем с Ады Вонг. Присутствие Ады Вонг в серии обычно было сдержанным. Во второй и четвертой частях она появляется лишь на короткие промежутки времени, после чего исчезает загадочным образом. Дополнение к Resident Evil 4 раскрывает ее сюжетную линию гораздо подробнее, но в основных играх на нее никогда не делали чрезмерный акцент. Решение не включать Аду в Реквием связано с тем, что игра в основном сосредоточена на отношениях между Грейс и Леоном, которые в противном случае могли оказаться на втором плане. Однако в игре есть отсылки на нее. Фраза «I was just resting my eyes» перед финалом игры Грейс разбудит Леона, после чего офицер скажет эту фразу. Это отсылка на аналогичную фразу, сказанную Адой в одном из сюжетных сражений Resident Evil 6. Брелок для оружия в виде медведя. Один из брелков для оружия в Requiem. Похож на медвежонка с брелка на ключах, который Ада бросила Леону перед побегом на вертолете в одной из прошлых частей. Под нож также пошла возможность водить легендарный Porsche Леона Кеннеди. По задумке мы могли гонять по всему Ракун-Сити, а также стрелять прямо из автомобиля, но эту возможность было решено убрать из игры. Причиной этому с большой вероятностью стал рекламный контракт с Porsche. Цифры контракта, конечно, не раскрываются, но я думаю, количество ноликов можно представить. Показ Porsche в игре очень сильно повысил продажи и популярность обеих компаний. А теперь представьте, какие слухи бы пошли, если бы Porsche царапался об рандомного зомби или того хуже ломался. Это банально уронило бы авторитет компании Porsche, так что такое решение вполне оправдано. Определенно велась работа над возвращением в особняк из оригинальной части, однако этот сегмент также не вошел в релизную версию. Это же просто идеальное место для олдов серии. Или же представьте дополнение, в котором нам нужно было бы отбивать волну зараженных в этом особняке. Это же просто бомба. Однако остается неизвестным, планирует ли Capcom выпустить вырезанный контент в качестве DLC. В ближайшие месяцы точно не ждем. Джилл Валентайн впервые появляется в качестве одного из двух игровых персонажей оригинальной игры. По сюжету она выступает в роли эксперта по взрывчатке в команде Альфа полицейского спецотряда Старс при департаменте полиции Ракун-Сити вместе с напарником Крисом Редфилдом. Она является бывшим оперативником секретного спецподразделения армии США, известного как Дельта Форс. Джилл изначально планировалась для Resident Evil 9. После отмены кооперативной версии Джилл хотели оставить как ИИ-партнера. Изначально она должна была участвовать в финальной битве вместе с Леоном, но со временем ее присутствие стало выглядеть притянутым. В итоге ее роль сократили, потому что она не вписывалась в финальную концепцию. Сама по себе Джилл фигурирует в первой, третьей, пятых частях, а также хрониках Umbrella. Я считаю, что Capcom не зря не стали включать ее в финальную версию игры. Определенно на это были свои причины. Из игры была вырезана часть Ракун-Сити, предназначенная для транспорта. Да, именно здесь нам и должны были дать под управление машину. Может быть, это и разбавило бы нудные похождения Леона по пустынным локациям. Однако по неизвестным причинам эта часть города была также вырезана как особняк. Остается только гадать, какие активности были бы в этой части города. Предполагалось даже Эшли, который мы должны были встретить в этой части города, но, увы. Именно особняк и эта часть Ракун-Сити планировались как фишки, продающие игру. Остается вопрос, почему? Сейчас в фанатской среде доминирует одна мысль. Отложенный контент вернется в виде платных дополнений. Игроки всерьез верят, что вырезанный Ракун-Сити может стать базой для отдельной главы с участием Леона и Эшли. Другая безумная, но живучая теория гласит, что город — это полигон для обкатки механик мультиплеера или даже открытого мира в будущих частях. Что касается особняка Спенсера, то его прочат на глобальные роли. Якобы некие Umbrella-подобные корпорации восстанавливают здание, связывая его с сюжетом Реквием через видение Грейс. Фанаты уже нашли в файлах игры намеки на кат-сцены со знакомыми коридорами, теперь замерли в ожидании анонсов к лету 2026 года. Все предельно по смыслу. Capcom явно готовит что-то масштабное, и этот вырезанный кусок может оказаться лишь малый кусок верхушки в их долгоиграющей стратегии доминирования на рынке хоррора. Благодарю тебя за просмотр. Удачи!